Ты в черном списке. Почему женщины обращают свое внимание на женатых и занятых мужчин гораздо чаще, а холостяков стараются обходить стороной? Потому что в большинстве своем женщины просто-напросто недолюбливают холостяков. В понимании большинства дам, если мужчина является холостяком, значит с ним обязательно что-то не так. И это совершенно не тот случай, когда о свободной женщине никто плохого подумать не может, а ее одиночество связывают лишь с тем, что она просто не может найти достойного. С холостяками ситуация обратная. Если мужчина один, значит все вокруг женщины считают, что он просто еще не смог найти сумасшедшую, которая захотела бы с ним быть. Так почему же женщины терпеть не могут холостяков? Вообще, я заметил, что холостяки и просто свободные мужчины в делах гораздо более ответственные. Если у вас друг холостяк, то он всегда придет на помощь, займет денег, будет согласен встретиться на выходных. Ну а если у мужчины есть женщина, то он автоматически становится этой женщине подконтролен, по крайней мере в большинстве случаев. И в итоге этот друг уже может отказать вам в помощи или совместном времяпровождении. Поэтому мужчины холостяков любят, а вот женатиков недолюбливают. И первая причина, почему женщины не любят холостяков, потому что холостяки живут ради себя. Если мужчина одинок, то он живет только для себя. Он тратит все свои деньги на то, что ему нравится, и проводит свое свободное время так, как ему удобно. Он может пойти на свидание, а может пообщаться с друзьями. Он может сменить работу, может приобрести себе мотоцикл, и никто не имеет права его осуждать. Женщин очень раздражает, когда мужчина живет ради себя и для себя. Ведь она всегда думает, что все эти деньги могли бы идти на ее желание. Все это свободное время мужчина мог бы посвящать ей, ездить за ней или просто согревать где-нибудь машину, пока она делает себе красоту или болтает с подругой. Если женщина не может ничего получить от мужчины, то она будет смотреть на него только в черном свете. Она найдет поводы называть его дурным. Если в большой компании есть одинокий мужчина, то все его вживые подруги или знакомые попытаются подсунуть ему кого-нибудь, показывая это как знак доброты. А все это только для того, чтобы этот мужчина не жил для себя, а жил для женщины и ее капризов. А если женщина считает мужчин рабами, то холостяков она будет считать бунтовщиками, которые не хотят выполнять то, что им приказывают. Следующий пункт. Если он один, значит никому не нужен. Женщины у всего пытаются найти какой-то скрытый подтекст. Поэтому если мужчина один, то они не связывают это с тем, что ему просто так захотелось. Это его выбор и осознанное решение. Вместо этого женщины будут придумывать, что этот мужчина просто никому не нужен, что на него никто не клюет, ему никто не дает. Чем дольше мужчина один, тем больше женщин будут считать его плохим, недостойным и никому не интересным. Именно поэтому женщины часто задают мужчинам такой вопрос на свиданиях. А как давно ты один? И если у мужчины долгое время никого нет, она заставит его оправдываться. Почему именно так происходит? Ведь у себя в голове она соотнесла это с тем, что он просто никому не интересен. Женщины думают, что если мужчина хорош, то его обязательно кто-то к себе привяжет. То есть дамы наивно полагают, что абсолютно все мужчины мягкие и податливые. Если ты его поманишь, то он обязательно за тобой побежит. А если он один, то его никто и манить не хочет. Вот такая незамысловатая у них логика. Третий пункт – это женщина видит в свободном мужчине опасность. Даже если женщина замужем и она убеждена, что в ее отношениях все замечательно, в свободном мужчине она видит опасность. Дело вот в чем. Вы заметили, что за последние несколько лет мужчины стали мудрее? В плане психологии отношений. Это и моя заслуга, и множество других авторов, которые несут в массы правильные, как мне кажется, вещи. Мы разбираем типовые женские манипуляции, мы даем мужчинам полезные советы, которые не вписываются в женские форматы отношений. Мы ненавязчиво так просим задать себе следующие вопросы. Почему этот мужчина не должен интересоваться прошлым своей женщины?
Почему мужчина обязан содержать и обеспечивать ее? Почему мужчина в принципе все должен и по факту обязан? И многое-многое другое. Я уверен, что этот материал смотрит постоянная аудитория моего канала. В комментариях есть четкое разделение на две половины. Первая меня поддерживает и считает, что я прав, а вторая, преимущественно женщины, клеймят меня всеми последними словами. В их глазах я представляю опасность. Вдруг мужу попадется какой-нибудь из материалов, и он его посмотрит и задумается, что если в принципе будет меньше послушных и покорных мужчин. Следующий пункт – зарплата должна принадлежать женщине. Доводы оказываются в 9 из 10 случаев ошибочными, а причины такого поведения самим холостякам весьма понятны. Вот они, холостяк – это нефтяная скважина без хозяйки и за высоким забором. Конечно, одна из главных причин – это неприсвоенные женщиной ресурсы. Среди женщин существует негласная солидарность, согласно которой мужская зарплата должна принадлежать какой-то женщине. А тут, видите ли, живет себе мужчина, тратит зарплату на себя любимого, непорядок, и еще не подпуская к своим ресурсам ни одну из женщин, словно построив вокруг себя высокий забор. Сам себя вкусно кормит в ресторанах, сам путешествует, выкладывает в Инстаграм свою наглую, довольную рожу с курортов и кафе. Как тут не пропитаться ненавистью? Ведь выкладывать такие фотографии должна только довольная женщина, удачно устроенная замужем. А вместо того, чтобы выводить ее по ресторанам и возить по курортам, мужчина возит и кормит себя самого. И последний пункт – мужчина должен сделать женщину счастливой. Причина – холоп, наслаждающийся свободой, удар по самолюбию помещицы. Современные женщины к мужчинам относятся как к ресурсу и инструменту. Они твердо верят, что задача и ценность любого мужчины – сделать женщину счастливой. То есть трудиться для нее на 2 работах, а по выходным еще и на даче тещи заниматься с грядками, сараем, розетками и доставкой картофеля до квартиры. Также успевать обслуживать машину, на которой будет кататься в основном жена, и обслуживать ее саму в спальне, когда ей захочется. И чтобы не жаловался на голову. А если же вместо этого мужчина работает на одной работе, занимается своими хобби и даже позволяет себе быть счастливым и удовлетворенным жизнью, это для женщины выглядит как оскорбление их помещичьих прав. Как будто какой-то холоп решил сам себе выписать вольную и больше не служить госпоже. Тут и чувства оказываются обижены, и все бытовые проблемы приходится решать самой. Друзья, если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также вы можете поделиться в комментариях, что вы думаете на эту тему. И не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч!